Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки с Китая. Пришла такая посылка, весит 400 грамм, пришла она у нас путем нидерландской почты, и оценена у нас, получается, 22 бакса. По-моему, достаточно интересная посылка, можно сказать, это даже новинка. Буквально недавно появился телефон в предзаказе, я его сразу купил, поскольку он, я думаю, достаточно будет интересен для моих зрителей, и мне самому он, думаю, пригодится. Давайте его вскроем. Как ни странно, на почте его не открывали, то есть никакого скотча вот нету, ни молдавского, никакого вообще скотча другого нету, кроме магазинного. Так, давайте все дело это откроем. Сама суть этого телефона заключается в том, что он четырехъядерный, на MTK 6582, процессор очень популярный, многие о нем знают, но его, так скажем, не знаю, его фишка что ли, не в этом, а фишка его в цене. Стоит телефон у нас всего лишь 50 баксов. Учитывая, что сейчас курс, получается, доллара вообще очень невыгодный, многие сейчас не могут себе просто позволить заказать с Китая телефон. Раньше 150 баксов это как бы нормальная еще сумма была, но с нынешним курсом многие просто не смогут себе позволить, потому что просто в 2 раза бакс вырос и совсем невыгодное. Многие люди из-за этого просто не заказывают. Но есть все-таки некоторые бюджетные телефоны, которые прекрасно будут выполнять свою функцию, я, по крайней мере, надеюсь, и стоит достаточно недорого. Давайте его откроем. Упакован в такой коробочке. У нас тут есть инструкция, сами догадались, с какого это сайта. Все хорошо упаковано. Давайте это все дело вскроем. Такая коробочка, достаточно так солидненько, можно это назвать. Так. Впервые у меня сохранился даже целлофан оригинальный, то есть обычно там на почте его вскрывают, но вот первый раз не вскрыли. Видимо, сейчас под Новый год, не то что под Новый год, а вообще вот после Нового года, все равно почта достаточно загруженная, вот эти вот периоды, и, наверное, они все-таки даже не успевают открывать. У нас, кстати, тут есть характеристики, у нас тут 512 мегабайт памяти и 4 гигабайта накопителя, получается ширина дисплея 4,5. Давайте вскроем и все-таки посмотрим, что у нас тут за телефон. Даже смотрите, такая стоимость, а так хорошо упаковали. Даже некоторые дорогие телефоны, которые более 100 баксов стоят, которые более 100 баксов стоят, они упакованы хуже. То есть производитель явно хорошо относится даже вот к такому бюджетному сегменту. И видите, тут у нас даже вот такая вот, я не знаю, поролоновая прослойка, вот прям выглядит очень классно. Даже не назовешь его, получается, бюджетным. Так, у нас тут такой вот телефончик. Ладно, давайте сначала посмотрим, что у нас в комплектации. В комплектации у нас тут есть инструкция, есть запасная пленочка, есть у нас даже тут чехол. Ничего себе, у нас тут вот такой прозрачный силиконовый чехол. Даже чехол вставили, учитывая, что стоимость, опять же повторюсь, даже не 50, а 49 баксов. И тут у нас идет даже оригинальный. То есть это не какой-то вот китайский, как обычно ставят, левый зарядник, оригинальный вот ихний вот зарядник. Кстати, телефон называется Elephone G1. Кстати, компания недавно появилась, не прям недавно я начал ее замечать, можно назвать так, поскольку она, да, может быть, давно уже существует, но вот в последнее время начала пиариться во всяких магазинах, на всяких сайтах и стала достаточно вроде тоже популярной. Так у нас такой USB-шник, даже USB-шник качественно сделан, то есть тут чувствуется, что даже несмотря на свою низкую стоимость, тут хорошо продавец отнесся к этому телефону, я не знаю, как это даже назвать. Тут у нас начнем с того, что он такой какой-то очень скользкий, честно говоря. Давайте снимем заднюю пленочку. Так, тут указано даже, как у нас это все дело открывается. Вот так этот телефончик выглядит, очень маленький. В сравнении с моим Lenovo A850 Plus, он вообще какой-то крошечный, для моих мер. Но это даже, наверное, плюс в некотором. Так, давайте. Вот так выглядит. У нас тут блестящая поверхность, то есть вот это вот логотип, он блестит. Это я бы отнес к минусам, поскольку это все очень быстро ляпается. Даже вот сейчас я немного раз провел, и уже оно заляпалось. Сзади у нас пластик, не сотач, но достаточно приятный, но, по-моему, он не особо дорогой, поэтому может и царапаться. Не знаю, посмотрим, как он себя поведет. Спереди у нас есть пленка, давайте снимем, хотя я не знаю, снимать, не снимать. Ладно, сниму, фиг с ней, потому что она поцарапанная, выглядит не очень. Сзади у нас тут есть динамик. Тут, в общем-то, все по минимуму. Наверное, надо открыть. Сейчас, так, как он открывается-то. Вот он так открывается. В белом цвете он у нас. Тут заклеено все.
по современным меркам телефончик маленький, то есть сейчас уже все перешли буквально на лопаты, все с лопатами ходят. А это прям какой-то такой аж прям компактный, ну реально очень маленький. Вот, допустим, опять же повторюсь, вот мой Lenovo вообще, ну, блин, разница большая для меня лично. Но это даже, мне даже, наверное, приятнее такой телефончик держать. Он, ну, честно говоря, вот мне больше нравятся вот эти более компактные, он более удобный, мне кажется. Тут у нас две сим-карты, одна полноразмерная, одна, по-моему, мини, ой, не мини, а микро, и у нас есть вход для SD-карты, по-моему, до 32 гигабайт. Емкость у нас аккумулятора, я не знаю, вам не видно, наверное, у нас всего 1800 мАч, но для этого процессора вроде бы должно быть достаточно. Так, давайте все это дело закроем. Так, и включим наш девайс. Снизу у нас располагаются, так, он включился. Снизу у нас располагаются, так, у нас есть клавиша Home, назад и, наверное, ой, вернее, это назад, а это, наверное, меню. Какой-то звук, загрузка пошла. Есть фронтальная камера, динамик. Рамки тут достаточно толстоватые относительно моего телефона, но вроде бы нормально. Так, окей. Так, работает вроде бы по первым впечатлениям шустренько. Давайте зайдем в настройки, посмотрим, есть ли у нас тут русский язык. Так, где у нас есть language, English, русский должен быть, потому что смотрю, тут много разных языков, русский есть, отлично. Так, у нас тут стоит стоковый Android, по-моему, 4.4, точно не помню, 4.4.2 у нас Android, это у нас получается, ну, короче, KitKat. Ну, он, в общем-то, стоковый. Тут давайте посмотрим. Так, косяк небольшой со шрифтами. Тут, видите, вот я даже не знаю, вам видно, не видно. Вот видите, вот диспетчер файлов, оно как-то выползает, что ли. Ну, то есть оно немного неправильно размещено, возможно, из-за маленького, получается, диагонали дисплея. Но немного так в глаза бросается. Ну, наверное, думаю, к этому можно привыкнуть. Опа, что у меня упало? О, у меня старый телефон упал. Мой старичок Nokia, кому интересно. Так, что у нас тут есть? Внутри почти ничего нету, он вообще абсолютно стоковый, ничего тут особенного нету. Давайте, у нас тут даже есть от телефон какой-то сервис, ну это сервис, наверное, какие-то, может быть, есть, блин, приложения. Ладно, давайте потом как-нибудь, я уже когда обзор буду снимать, я не знаю просто для чего это, надо еще, видимо, по Wi-Fi соединиться. Давайте зайдем в камеру и посмотрим, что у нас тут с камерой. Камера у нас тут, по правде, всего 2 мегапикселя, интерполяция до 5. Ну, сейчас давайте посмотрим, но за свою стоимость камера тут есть. Если она с автофокусом, то... Нет, я не знаю, по-моему, автофокуса все-таки нету. Нет, автофокуса нету, это, конечно, печально, но то, что вообще тут есть камера и 2 мегапикселя, ну, я не знаю, по нынешним меркам, опять же, это маловато, но все-таки она хотя бы есть, вроде бы, давайте все-таки снимем что-то, попробуем. Но тут сейчас даже сравнение не актуально получится, потому что просто он не фокусируется и не видно абсолютно вот, получается, вот шрифт, то есть, ну, давайте что-нибудь, телефон просто мой сфоткаем, потому что, так. Вот. Ну, как видите, все реально 2 мегапикселя. Ну, вроде бы хорошие 2 мегапикселя, но без автофокуса. Все-таки камера у нас тут не очень, ну, а чего вы хотели за всего лишь-то, получается, 50 баксов. Ну, у камеры даже есть вспышка, которую можно отлично использовать как фонарик. Честно говоря, эта вспышка многими не используется, а используется просто как фонарик. Это даже с меня можно взять. Я тоже так пользуюсь только фонариком. Снизу у нас располагается micro-USB. Честно говоря, по-моему, удобнее он снизу, чем сверху. Ну, лично у меня у Lenovo сверху, мне снизу, мне кажется, удобнее было, когда я пользовался своим iPod Touch. Так, наверху у нас есть разъем для наушников. Тут у нас, видимо, микрофон или просто какая-то точечка, я не знаю. И, в общем-то, еще снизу у нас микрофон. Вот такой вот телефон, по первым впечатлениям, очень компактный, уже как-то непривычно. Я, честно говоря, отвык от таких маленьких размеров. У нас тут IPS-экран. Ого, блин, я думал, тут TF-матрица. Смотрите, это IPS-экран, ребят. Стоимость, опять же, повторюсь, всего 50 баксов. За 50 баксов вы получаете IPS-экран. Этот телефон, я думаю, будет актуален для тех, у кого просто нету денег на что-то, ну, не знаю, дорогое, и кто
сейчас просто не можешь себе позволить более дорогой телефон, он будет отличен для всех абсолютно приложений стандартных, там, допустим, для интернета, YouTube, там все угодно, все что угодно, это будет на нем без проблем идти. Единственная загвоздка в нем заключается в том, что некоторые игры уже на нем идти не будут, поскольку тут у нас процессора хоть и хватает, нам не будет хватать оперативной памяти. Оперативной памяти тут всего 512 мегабайт. Но все-таки подавляющее большинство игр на нем все-таки идти будут. Идти не будут только топовые. Допустим, не будет идти GTA San Andreas. Для кого-то будет печально, она будет идти, но она будет вылетать. У меня уже подобный телефон был, так что я, так заранее говорю. Вот такой вот телефончик. Честно говоря, мне, нравится. Также у нас, по-моему, тут есть, давайте посмотрим, вроде есть GPS-модуль. Так, VPN, мобильная сеть. Сейчас где, посмотреть там. Местоположение. Так, вроде бы у нас должен быть тут GPS, так, передача данных, яркость, хотя не уверен, может быть и нету GPS. Хотя, если не будет, я тоже не удивлюсь, потому что, опять же, стоимость, повторюсь, всего 50 баксов. Так, 2 касания работают, одно работает, то есть 2 вот так без проблем все работает. По-моему, тач тут на 5 касаний. Разрешение дисплея у нас тут 800 с копейками на 480, я точно не помню, честно говоря, не готовился к видео. Но, в общем-то, телефончик, честно говоря, мне нравится. Вот экран мне порадовал, что тут IPS. Вот такая компактность все-таки уже... В наше время все-таки уже больше все перешли на лопаты. Такой компактный телефончик имеет место жить, что ли, вот так можно назвать. Мне он нравится. Также меня порадовало то, что вот эта вот компания, честно говоря, вот даже не знаю, как она правильно читается, Elipfon, вот по-моему вот так, хорошо относится к своим даже дешевым продуктам, поскольку видите, как хорошо упаковали. Мне, честно говоря, даже немного удивлен, потому что все-таки какой-то бренд. Кстати, вот у нас есть чехольчик вот такой в комплекте, давайте его оденем, посмотрим, как он выглядит с ним. Так, чехольчик у нас палененький. Вот у нас тут косячок, видите, вот вылезает немного. Все-таки небольшой косяк у нас есть. Вроде бы, не, это критично, его так не исправить, наверное. Ладно, в принципе, хотя бы дареному коню особо в зубы не смотрят, потому что могли бы и вообще не поставить чехол. Вот такой вот у нас телефончик. Мне, честно говоря, нравится. Ждите полного обзора. Я постараюсь несколько дней с ним походить, посмотреть, на что он способен, потестировать его. Первое впечатление просто отличное. За свою стоимость он точно стоит. И учитывая, что в своем сегменте 50 баксов, если зайдете на любой сайт, на Алиэкспресс, что угодно, вы там не найдете за 50 баксов лучшего варианта, поскольку в основном там остались старые телефоны с двухъядерным процессором ATK 6572, который сейчас в наше время вообще ничего не тянет, он уже абсолютно не актуален, я, по крайней мере, так считаю. Может быть, год назад он еще что-то из себя представлял, сейчас он вообще не актуален, и в своей ценовой категории этот телефон явно... я бы назвал его, наверное, лучшим. Но это еще посмотрим, сделаю обзор, посмотрим, что он все-таки из себя представляет. Но первое впечатление очень нравится, честно говоря, я не ожидал. В целом, вот такой вот у нас телефончик, ждите полного обзора. Ссылка, где его можно будет купить, будет в описании. В общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, пока.